Друзья, всем привет! Меня зовут Никита, вы на канале Pop Music, и сегодня у нас на обзоре замечательный перкуссионный пэд от компании Korg, модель MPS-10. Начнем с того, что это барабанный перкуссионный сэмплер, с помощью которого вы можете разнообразить ваши живые выступления. Также вы можете его отдельно использовать как модуль, подключить к нему триггеры, и это будет полноценная электронная установка. И еще вы можете его использовать как полноценный лупер, но про это мы расскажем чуть-чуть попозже. А теперь давайте посмотрим, что этот девайс умеет, как им пользоваться, и начнем мы с лицевой панели. На лицевой панели вы можете видеть 10 пэдов, которые являются игровыми зонами, а также в центре находится модуль и панель управления всем этим девайсом, с помощью которого вы можете переключать пресеты, настраивать их и также использовать все внутренние предустановки и настройки. Начнем с левой стороны. С левой стороны, как вы можете видеть, находится кнопка включения, вот она маленькая. Также здесь есть ручки громкости и кнопка включения-выключения метронома. Снизу панели находятся кнопки переключения пресетов, а также, как вы видите, здесь находится панель управления лупером. С правой стороны панели у нас находятся кнопки настроек и ноб переключения пресетов. И, конечно же, все ваши настройки и параметры лупера отображаются на экране. Давайте быстро пройдемся по задней панели этого девайса. Здесь все достаточно предсказуемо и очевидно. Тут есть разъемы main-out, которые подключаются к внешним девайсам и устройствам воспроизводства звука. Также есть два канала sub-out, есть разъемы для подключения триггеров и педали экспрессии. Также вы можете к этому девайсу подключить два триггера, то есть это может быть, допустим, педаль к нему, и еще один триггер, например, будет использоваться на вашем малом барабане, что очень клево. Конечно же, есть разъемы для подключения к компьютеру по USB-B,
и есть разъем USB для подключения внешнего USB-хранилища, например, флешки. Также есть подключение для наушников и разъем MIDI. А теперь предлагаю вам послушать, как звучат пресеты данного девайса. Нужно сказать, что здесь их 200, 100 из которых вы можете собрать сами, так как они пользовательские. А сейчас, как вы можете увидеть, мы подключили по USB компьютеру наш сэмплер, и с помощью него вы, конечно же, можете использовать ваши любимые VST-инструменты. Одна из самых классных фичей, которая есть в Korg MPS 10, это встроенный 4-канальный лупер. Эта штука позволяет вам использовать ваш девайс не только по его прямому назначению, то есть типа играть в него, но и также у вас есть клевая возможность записать каждый из ваших ваншотов и сделать из этого луп. Также эта функция позволяет вам на каждый канал наслаивать еще звучки. Это значит, что у вас на самом деле безграничные возможности использования этого лупера, потому что на каждый канал вы можете назначить ровно столько звуков, сколько вам нужно. Отдельно хотелось бы сказать про пэды данного девайса. Их фишка заключается в том, что помимо того, что он очень классно реагирует на динамику, то есть вы можете играть от тихого к громкому, у этого девайса есть еще такая фишка, что на каждом пэде от силы удара у вас может меняться звук. То есть, например, если вы играете в закрытый хэт, если вы начнете в тот же пэд играть громче, у вас будет как будто приоткрываться хэт. Это очень круто добавляет жизни вашей игре на электронном пэде. И последнее, что хотелось бы сказать про пэды данного девайса, это то, что помимо ваншотов и лупов в мозгах есть встроенные FX, которые тоже можно очень классно использовать.
Ну и, конечно же, не может обойтись без небольших недостатков. Одним из недостатков данного девайса, на мой только взгляд, является вот это расположение буквы «П» пэдов. Проблема заключается в том, что во время особенно активной концертной игры вы можете не попасть в пэд, а попасть прямо по экрану или по вот этой замечательной красивой панели, тем самым нанести достаточно большой ущерб самому девайсу. Это важно. Что еще? Остается пока что вопросом на сегодняшний день, покажет, потому что только время, но жизнеспособность в долгой перспективе вот этих вот резиночек, потому что, как вы можете видеть, они не очень плотно закреплены, и насколько хватит этих резиночек, опять же, покажет только время. Понятно, что компания Korg хотела сделать прямого конкурента Roland SPD SX, но чтобы они действительно стали конкурентами, мне кажется, что компании Korg нужно немножечко доработать внутреннюю механику и мозги этого девайса. А так, в целом, это очень прикольный инструмент, который поможет вам разнообразить вашу игру, поможет вам играть лайвы, а также на нем вы можете делать биты и даже писать лупы. А что думаете вы по поводу этого девайса? Напишите нам в комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! Коврик был бы не кстати, да? Я думал, но я понял, что здесь, наверное, не надо. Голый какой-то. Мы не должны его бесконечно пользовать. Но менять раз в сезон надо будет. И надо выносить туда, типа на улице его этой штукой. Колотушкой.